Всем доброго времени суток, дорогие друзья! 27 апреля на просторах интернета вышла вторая версия мода Pepega. Если вы смотрели обзор первой версии, то знаете, что данные изменения сделаны специально для Need for Speed Most Wanted 2005 года. И сегодня мы вместе с вами посмотрим изменения в данной модификации. Начнем с главного, которое бросается в глаза, а именно с графической составляющей. Самое банальное это то, что графику немного подтянули. Царапина на авто теперь выглядит как потертая краска, а в самом городе наступило лето. Мы можем видеть большое количество новых цветов, растительность, картинка стала приятнее глазу. Также в графическом плане вас может порадовать то, что здесь убран ПК-шный фильтр, тот самый желтый, который многие не любят. Ну и конечно же многие текстуры были заменены. Перейдем к карьере. Теперь многие гонки заменены на новые, которые полностью создавали с нуля. Если вам немного надоело проходить одни и те же трассы, то я могу вас поздравить, ибо даже у боссов заменены некоторые ивенты. Да, конечно, остались старые трассы, но новых трасс довольно много, их достаточно. В блокноте с изменениями указано, что их 95 штук. Сам черный список почти не тронули, изменили лишь 3 позиции в таблице. Не забывайте, что в Pepega моде свой сюжет, поэтому основу с катсценами оставили из прошлой версии, но некоторые игровые смс-ки, оповещения и звонки также были изменены. В режим серии испытаний добавили еще 44 события, и теперь их уже 125. В них новые цели миссий, поэтому будьте готовы к чему-то необычному. Некоторые старые ивенты в испытаниях изменили, добавили улучшенные ролики, а также в некоторых починили искусственный интеллект противников. К слову о противниках, их снова стало больше, и в никах некоторых вы сможете заметить самые различные пасхальные яйца. Тут даже вот какой-то ноунейм катается. Раз я заговорил об авто, то стоит рассказать и о них. И самое интересное, что авто во второй версии Pepega сделали огромный шаг вперед. Определенные авто имеют новые улучшенные визуальные эффекты, а у некоторых авто заменен звук двигателя на более реалистичный. Также теперь в автосалоне вы сможете купить целых 100 автомобилей. Уточнение лишь на то, что это не совсем правда. Дело в том, что у некоторых автомобилей может быть до 3 классов. Стандартный, специальный для дрифта и с вот таким значком плюса. Что все это значит? Ну, стандартный, думаю, и так понятно. Либо обычный автомобиль из оригинала, либо просто добавленное без каких-либо интересностей. Класс для дрифта понравится тем, кто в свое время очень скучал по дрифту из Underground. После покупки данного авто вы получаете возможность кататься как какой-нибудь DK из Форсажа. Главное наловчиться, лично у меня вообще не выходит. Ну и знак с плюсом означает то, что данный автомобиль имеет расширенную возможность для стайлинга. Эти автомобили имеют уникальные возможности настройки, такие как новые крыши, задние и передние фонари, интерьер и многое другое. У каждого автомобиля может быть либо все 3 класса, либо только определенные, либо несколько из перечисленных. А теперь, кто хочет увидеть весь автопарк, смотрите ролик полностью. Кто хочет посмотреть обзор дальше, жми на вот этот тайм-код.
Возвращаясь к стайлингу, хочу сказать, что он действительно меня порадовал. Остался как абсурдный, все же модификация рассчитана на комьюнити, которая любит мемасы. Довольно новых много. Блин, что? Так и адекватный. Диски, фонари, зеркала заднего вида, спойлеры. У некоторых автомобилей даже водителя можно выбрать. На некоторые авто также доступны уникальные винилы, номерные таблички, кузова. Короче, составляющую стайлинга в данном моде подняли еще выше. И я скажу, что это правильное решение. Теперь мод, если не обращать на некоторые моменты, стал играбельным даже для серьезных людей, которые прошлую версию поливали грязью. Но я скажу так, ребят, относитесь к такому проще. Это ведь просто модификация, никто вас не заставляет в нее играть, и уж тем более никто не издевался над игрой. Чувствуется, что ребята старались. Что же еще добавили в новую версию мода? Ну, к примеру, еще 14 музыкальных треков, новый интерфейс, многочисленные исправления ошибок и многое-многое другое. Если будете играть, я еще раз напомню, обязательно заходите в серию испытаний. Там вас ждет много интересных роликов. К примеру, один из них я сейчас включу. Okay, here we go. Focus. Speed. I am speed. Именно карьера в связке с испытаниями позволяет получить намного более интересный экспириенс от данной модификации. Что ж, погнали к установке. Здесь все проще, в отличие от прошлой версии, но все же, я специально поставил чистый репак, чтобы в дальнейшем не было проблем. Как мне сказал один из разработчиков, вторую версию можно поставить и поверх первой, но лучше не рисковать. Далее нам нужно скачать саму модификацию. Весит в этот раз она 9 гигабайт в запакованном формате, в распакованном почти 13. Все это из-за графических изменений, новые текстуры все-таки дают о себе знать. Распаковываем архив, я кинул сразу в папку с игрой. Заходим в папку PPG Mod Version 2, нажимаем на инсталлятор, указываем путь к игре и просто ждем. В самом установщике есть возможность сделать бэкап оригинальной игры. Все, это две кнопки, мод готов к использованию. Я сразу прошу вас удалить все сохранения для стабильной работы. И давайте поговорим о возможных проблемах и путях решения. Вылет в главном меню. Заходим в директорию с игрой, удаляем папку Scripts и добавляем отдельную из папки с файлами. Вылет при получении тачки босса. Вероятно, в вашем гараже уже более 20 автомобилей, поэтому придется продать одну из ваших тачек, чтобы продвинуться дальше. Также давайте поговорим о вопросах, которые могут у вас возникнуть. Почему нельзя играть на старом сохранении? Это все из-за новых автомобилей и большого количества изменений. Почти каждое авто из прошлого сохранения будет сломано, и играть будет невозможно. Почему нельзя ставить другие моды с этим? Причина все та же самая. Вероятность сломать игру крайне высокая. Можно ли удалить мод? Да, в папке с модом есть и деинсталлятор. Появился еще какой-то вопрос, заходи в официальное сообщество авторов в Дискорде. Они помогут тебе с этим. Поправка на то, что ты должен знать английский. Что ж, а на этом все, дорогие друзья. Я надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Если это так, то я жду вашей подписки на канал. Давайте наберем 4-5 тысяч лайков, почему нет? Спасибо всем, кто поддерживает канал материально. Все ссылочки в описании. Всем удачи и пока!